the sky, I'm high above the world I used to know. And I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded, I found shelter in the storm. I'm hiding in the blue, safe between the clouds. In the blue, where I can't be found. Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold. But they stormed across Arcadia, following the nature, washed away the place I once called home. I'm hiding in the blue, safe between the clouds. In the blue, where I can't be found. I'm hiding in the blue. Так, всем привет. Я, опять же, походу это уже вошло у меня в привычку, что мы начинаем в итоге со Старрейла, делаем дейлики здесь, а потом уже переходим к Геншину, но дни становятся все нагруженнее и нагруженнее. Я надеюсь, что вы понимаете, и во время этих обычных дейликов мы можем хотя бы что-нибудь обсудить, пока мы не начали сюжет. Вчера на стриме мне сказали, что мой голос очень похож на Акаме из «Убийцы Акаме», поэтому я постаралась найти гифку именно Акаме. К сожалению, ту, которую я изначально хотела найти, похожую на Мару, чтобы Акаме просто сидела и, допустим, кушала или разговаривала. Там была такая, но особо не было видно, что рот двигался, и поэтому я взяла эту гифку. И вот я сейчас включила новую музыку, и, блин, под эту музыку эта гифка офигенно подходит, на самом деле. Я сейчас пока что разговариваю с этим микрофоном. Чуть позже, когда мы уже перейдем к Геншину, я думаю, я постараюсь переключиться на другой микрофон. Просто плюсы этого, хоть он и немножечко хуже, в том, что я могу его в случае чего, то есть если я там пью элементарную воду или отхожу, бывает ситуация, когда надо отойти, я могу его просто выключить, у меня есть пульт, то есть я раз, и вы не услышали, что я сказала слово «выключила», хотя я его сказала. В другом микрофоне, который я обычно использую во время стримов, мне приходится выключать его только через OBS. Поэтому, к сожалению, пока что будем сидеть с моим стареньким микрофоном, потом я уже перейду на другой, поновее. Привет, Китсона. Сейчас пойдешь отдыхать, наверное, да? Я все-таки начинаю поздно довольно-таки. Я нашла вот новую музычку. Вот я не проверила, если у нее авторские права или нет, но в принципе не страшно. Сегодня нет. Как-то мы летите. О, ну тогда иди собирайся. Давай, еще чуть-чуть будешь дома. Хорошо. Просто отлично. Лето подходит к концу. Кто-то вот летит домой. У кого-то скоро начнется работа, у кого-то учеба. Как все-таки быстро время летит. Такое ощущение, только-только июль был, начало июля, а уже вот конец августа. Или я, наверное, чуть потише сделаю музыку. Совсем чуть-чуть. Нет, не совсем, но вот чуть-чуть.
все-таки вот я поняла, что все-таки надо делать стримы либо пораньше и стримить вот где-то 2 часа, не больше, так сказать, вчерашнего опыта. И плюс, походу, скоро у меня будет расписание стримов. Я, в принципе, примерно посмотрела расписание моих пар. У нас уже скинули расписание на учебную неделю, пока что одну, самую первую. Но если оно будет примерно оставаться таким же, то я думаю, мы с вами сможем по субботам постримить. То есть это может быть именно вечер, не ночь, вот вечер по моему времени. И ночью я уже, возможно, вот смогу посидеть хотя бы вот с друзьями, пообщаться или просто отдохнуть, не в играх, допустим. Пока что планы такие. Да блин, мне много кто жалуется на работу. Я понимаю этих людей, потому что, блин, расписание капец неудобное. Оно удобно может для того, кто составил это расписание, но не для того, кто как бы по этому расписанию будет работать. Просто хочется банальных выходных, то есть дней, которые ты пришел, ты знаешь, это целый день ты можешь провести. И даже, возможно, 2 дня провести спокойно, то есть там отдохнуть, отоспаться. Если там есть какие-то дела, которые хотелось бы сделать, какие-то хобби, вот за них взяться. Не, ну как бы да, целый месяц выходных это тоже круто, что вот ты прилетаешь домой и понимаешь, что у тебя целый месяц выходных. Но, блин, за этот месяц выходных приходится столько пахать, практически не отдыхая, что тут вопрос очень спорный. Ну, то есть же вот у людей, которые работают, у них 2 дня выходных в неделю, у них тоже есть отпуск. И отпуск это вот, месяц выходных, но они при этом же отдыхали, пока работали. То есть это всякие там праздники, и вот гарантированно вот эта суббота, воскресенье тоже вот отдых. Это вот когда, конечно, месяц выходных, это круто, но по факту это же как отпуск. Что вот ты поработал, вот у тебя отпуск. Не, ну главное, что нравится, просто я бы на такой работе, наверное, не вытянула. Мне было бы очень сложно. Потому что я уже привыкла, особенно вот у меня это обостренное чувство справедливости за 2 дня выходных в неделю из-за учебы, что у многих, кто переводился к нам из других школ в нашу школу, или наоборот переводился из нашей школы в другую школу, они рассказывали, что а вот мы по субботам отдыхаем, и вот у меня был единственный выходной по факту, это именно воскресенье, и вот вечер субботы. И то в этот выходной все равно вот та же самая вот банальная домашка, это ты сидишь и выбираешь, вот я сегодня вечером посижу, отдохну, и целый день буду тратить на домашку, или я попытаюсь сделать все за вечер, и у меня целый день будет отдых. То есть, и поэтому, когда вот у меня появился этот второй выходной недели, просто вот эта суббота маленькая, хорошая моя, и я такая, господи, как классно, вот у меня вечер пятницы я могу посидеть с друзьями, в субботу я могу посидеть с друзьями или сама посидеть где-нибудь, а в воскресенье потратить уже на именно нужные дела, то есть банальная уборка, домашка,
лабораторки, не лабораторки, еще такое. Я просто очень надеюсь, что вот если получится найти работу, то это будет работа с выходными в субботу и воскресенье. Да я очень хочу продолжить стримить. Главное, чтобы ко мне приходили люди. Потому что я же хочу именно общаться о чем-то. И если вот на первом и вот предпоследнем стриме у меня были хоть какие-то мысли, о чем можно поговорить до стрима, и я эти мысли просто начинала излагать постепенно, то есть там вот про эту систему смолы, про эти обновы и все такое, я это все просто раскладывала по полочкам, то у меня иногда бывают стримы, где я сижу, у меня никаких мыслей в голове, и мы по факту вот молча смотрим сюжет, и я просто иногда реагирую, допустим, вот был у нас Сюжет Фонтейне, вот там, и, естественно, яркие эмоции, потому что, блин, там Санта-Барбара была всякая. Я уже не знаю, возможно, мне стоит уже, возможно, даже обсуждать какие-то аниме. Вот у меня мысль такая: аниме, мультфильмы те же самые, чтобы я могла хотя бы о чем-то говорить на стриме. Но опять же, это надо найти то, что вот многие могут смотреть, по крайней мере, моя аудитория может смотреть. Но вчера мы обсуждали Леди Баг. Вот по Леди Баг выходил мультфильм полнометражный. Он до сих пор там в прокате вроде как. Но я не особо хочу вот идти в кинотеатр, я хочу вот пока у меня выходные, я хочу посидеть настолько долго дома, насколько я могу. Да. И поэтому вот мы обсуждали, что там примерно творится, и вот тогда вот был именно разговор, что не мой монолог, где я пыталась что-то вот придумать, вытащить, типа, ой, когда-то я там ходила на дополнительный английский, но я это так, например, просто говорю. И вот я проучилась, обучалась английскому там вплоть до 8 класса, потом я бросила, чтобы не разговаривать на такие темы. Вот насчет исекаев, темы немножечко спорные, мне они нравятся, я читаю очень много манг, на самом деле я очень сейчас редко смотрю аниме, я больше именно читаю, что вот я легла под свою хорошую одеялко или просто села на кухню, включила какой-нибудь сайт с мангой, и вот у меня там всякие реинкарнации, просто исекает, просто какая-нибудь романтика, повседневка, или вот просто какой-то необычный сюжет, даже вот коротенькие, вот я их читаю. Исекаев на самом деле сейчас чересчур много, то есть я люблю этот жанр, но иногда вот ты читаешь или смотришь аниме и такой: это ж по факту вот то же самое, что вот это аниме, которое я смотрела, только тут, допустим, персонаж другой и немножечко другое окружение. То есть иногда вот такие чувства бывают, это просмотреть. Нет, есть реально классные. Допустим, конечно, заезженная тема, но «Восхождение героя щита» нереально классное аниме для меня. Я очень люблю его. То же самое о моем перерождении в слизь, Звездное дитя. Это, ну ладно, Звездное дитя это не совсем исекай, это больше перерождение. Но в плане, что есть прям классный, не обязательно классный сюжет в плане, он такой детально проработан, там каждую мелочь, очень сложный, там всякие повороты и все такое. Иногда вот не хватает аниме, которое просто комфортное, то есть ты смотришь, и вот ты понимаешь все с первого раза, тебе не надо особо сильно прям вникать, то есть на комфорте, на расслабоне его просто смотришь в расслабленном состоянии,
То есть какие-нибудь просто, что вот ты посмотрел, ты вроде посмотрел что-то новое, но вроде как бы оно сильно тебя не напрягает. Как будто вот просто съел какую-то вкусняшку. Вот такие, такие тоже классные. Вот я очень много таких начала смотреть на самом деле. У нас тоже погода дождливая, капец, у нас с самого утра, где-то, наверное, с 7 часов утра льет дождь. Закончился вот только-только недавно. И вот весь день такая погода, что аж спать хочется. Я сама толком не спала сегодня, к сожалению, потому что я там вспомнила про виртуальную вселенную, потом вспомнила про ивент, потом мне надо было ждать сантехника, который не пришел. Потом меня попросила подруга помочь в Геншине, я пошла сразу помогать в Геншине, и вот только после всего этого, где-то в 11, я легла спать. То есть... И я буквально там поспала, наверное, часов 6-7. И то так, знаете, на скорую руку. И вот дремала вот час. Я попросила меня разбудить, чтобы я могла хотя бы вот к стриму быть более живой, так сказать. Потому что вот я разговаривала недавно с Машей, моей подругой. И она такая: тебе что, плохо? Я такая: нет, я просто мало спала. Вот. Поэтому в этот раз ты ссылку увидел. В этот раз не будет сообщений, что а вот ты мне ссылку не прислала. Я прислала ссылку, все. Причем я прислала в этот раз даже не после Старейла, я ж в прошлый раз прислала именно после Старейла, чтобы именно на Геншин пришел. А сейчас я прислала прям с самого начала, так что не надо. Ну, я, кстати, практически закончила с ежедневками Старейла, я уже буду скоро передвигаться к Геншину. Но я все-таки вот поняла, что Tower Fantasy... Честно скажу, Tower Fantasy... Без обид сейчас, без обид. Мне не нравится. Да, это открытый мир. Да, это мир, где ты можешь встречаться с другими игроками, не приглашая их в коопку, как в Геншине. Да, там более-менее красивая графика, но, блин, насколько же для меня там скучный, неинтересный сюжет и неинтересный геймплей. Для меня Tower Fantasy это вот просто не мой. Я пробовала, я играла. Играла где-то день-два, и вот день-два это все, что на меня хватило. Я пыталась, думаю, может мне не нравится играть в Tower Fantasy, но может мне нравится смотреть, как кто-то играет в Tower Fantasy. Нет, это мне тоже не заходит. Поэтому это не моя игра просто. Я эту игру заново качать не буду. Играть в нее я тоже не собираюсь. Мне пока что вот хватает того, во что я играю сейчас. Ром, если ты за рулем, может ты тогда вот чуть позже, когда уже вот будешь дома, когда уже поешь, там отдохнешь, вернешься, и даже если я стрим закончу, я же могу просто с тобой в Дискорде потом посидеть. Ну вот что я хотела сказать до того, как меня спросили про Tower Fantasy. Вот сколько я пока стримлю, конечно, не так много, как другие люди, но я поняла, что вот 2 часа, может чуть больше, чем 2 часа, это вот мой предел. Что если я пытаюсь стримить больше, чем 2 часа, я просто устаю. И морально, и физически. Мне надо вот переключиться уже на что-то другое. Так что, скорее всего, у нас будут вот такие вот 2-часовые стримы.
очень хочу прокачать базовую атаку. Сейчас немножечко покачаем, раз и мы нафармили ресурсы, потом я уже вот вернусь в Genshin. Так, а я могу вот сделать еще 7 штук? Нет, я могу только 5. В принципе, вот здесь мы сделаем 5. Надо еще 2, это надо 6 сделать. Да, Tower Fantasy, там очень много доната, там дофига много доната, простите за выражение. То есть я сейчас, блин, ребят, нам, возможно, надо будет еще в другую игру зайти. Хотя сколько времени? Ладно, я уже после стрима зайду. Мне там делики еще надо сделать. Ну так вот, я разговаривала с человеком как раз. У нас разговор зашел в новой игре, в которой я сейчас играю. И он пришел именно с Tower Fantasy, и он сам жаловался, что там слишком много доната. То есть даже вот банальные крутки, если ты хочешь покрутить того же самого персонажа free-to-play, ты особо много не покрутишь там. Сейчас я переключу, запущу Genshin. Надо будет, кстати, загрузку Старейла сделать. Потому что послезавтра уже обнова. Буду проходить сюжет. Блин, надо пройти сюжет сразу. Так. Genshin, ты у нас запустился? Да, должен Genshin уже показываться. Но где мой Genshin, пожалуйста? БС. Все, спасибо. Хорошо, спокойной ночи, Китина. Хороших снов. Отдыхай. А, кстати, блин. Я ж делики не должна делать. Я ж из того, что помогала моей подруге утром, и мы делали делики в Юме, и мне делики делать не надо. Нам с вами вот только забрать награды за экспедиции и потратить смолу. Блин, классно вообще тогда. Супер. А вот сейчас играет, наверное, одна из любимых песен вот этого автора. Я ее раньше слушала просто до дыр. Потом она мне надоела из-за того, что я слишком много ее слушала. Там просто есть очень классная анимация, где собрали несколько аниматоров. И они это так классно санимировали, что вот мне, наверное, из-за этого даже песня понравилась больше. И мне вот интересно, когда будут доступны делики в Фонтейне. После сюжета, возможно. Так, смотрим, когда у нас таланты на линии. Ой, сегодня отлично, идем на таланты для линии тогда. Завтра тогда надо будет сходить на босса,
чтобы линию возвысить. И мне очень нравится, что вот возле этого данжа очень много кристальных бабочек. Просто 2 в одном. И таланты пофармила, и бабочек забила. Кажется, Лини не такой сильно прокачанный персонаж, чтобы брать его в данж. По миру гулять-то нормально, но в данж пока что не буду я его пока брать. Надо будет еще вот сейчас окно немного подвинем, чтобы было удобнее читать чат. Вот я вчера, вроде, или позавчера смотрела мультфильм новый Диснея, элементарно. И вот я поняла, что Дисней в последнее время очень мало делал романтических историй. То есть это были истории с хорошим смыслом, но без романтической линии какой-то. Даже элементарно за долгое время мультфильм с романтической историей. Было так классно его смотреть. С такие теплые чувства прямо на душе после просмотра. Думаю, если бы песня из эндинга этого мультфильма не была с авторскими правами, я бы ее поставила тоже сюда на стрим. Она очень классная. И на что сейчас играет? Что за песня? Я ее не слышу. А нет, я ее слышала. Блин, нет, она знакомая. Не, я замуж не собираюсь. Я вообще пока что отношения никакие не хочу. Мне хорошо одной. А тогда все быстрее прошло. Лена, можно хотя бы одну золотую? Спасибо. Ладно, надо было говорить 2, блин. Может, оно бы послушало меня, дало бы 2. Мне нужно больше золотых свитков с талантами. Пожалуйста. Да, у меня нету этих новых элементов в команде, чтобы быстрее щиты сбивать у этих монстров. Но и так справимся, в принципе. Чего, я вас буду быстрее убивать, когда я линии прокачаю. Так, можно мне хотя бы 2 золотых книжки, да? Нет, это так не работает. Ну, хотя бы 1 выпала, это уже хорошо. Ладно, я поняла. Возможно, техника в том, чтобы просить больше, чтобы тебе дали на 1 меньше. Окей. В этот раз надо просить 3 тогда. Просто когда мы их по-быстренькому убьем, будем просить, чтобы нам дали 3 книжки золотых. Привет, Маш.
Ты вот пришла как раз на Genshin. Я же до этого стримила. Ты вот прям вовремя, я бы сказала. Я не знаю, это хорошо, что мне 3 раза золотую дали, но одну. Или все-таки было бы лучше, чтобы мне дали хотя бы 2? Но это было 2 раза, не знаю даже. Ладно, надо в густую смолу перевести. Можно идти к сюжету. Да блин, ну можно же было хотя бы вот понедельник. Приближается конец лета, надо порадовать игроков. Тем более скоро вот будет сюжет Старрейла, чтобы игроки оставались в Геншине, не забрасывали его, не уходили в Старрейл. Можно дать и 2 золотых свитка. Я, конечно, и так не выйду из Геншина, но все равно. Так, ладно. Меняю на свою пачку дружбы. Все, отлично. Надо поставить музыку другую. Будем слушать Гибли. Студию Гибли. А я не вижу сердечки, у меня ж чат открыл в ОБС, у меня чат открыт не в Ютубе. Я если открою сейчас чат через телефон, я увижу, но мне неудобно смотреть в телефон. Вот сейчас я открыла телефон, и если вот будут какие-то сердечки, фейерверки и все такое, я увижу, но, блин, ОБС же не может этого показать, у меня чат открыт именно через ОБС. Так, ладно, нам нужен основной сюжет. Это находится здесь. Надо вот музыку чуть-чуть. Ну вот, когда привязываешь аккаунт, ну я не знаю, работает ли это с чем, но если в ОБС не вставить просто ссылку самого стрима, а именно привязать аккаунт YouTube в ОБС, то у меня вот слева есть окно с чатом, который я могу либо вот за окно ОБС вывести, либо вот как я сделала, я оставила его в ОБС. Из-за того, что у меня игра не на весь экран, у меня удобно, у меня вот чат слева, игра справа, я могу не смотреть, допустим, в телефон чат, а именно сразу на одном мониторе видеть и чат, и игру. Но на стриме его нету, потому что это именно я вывожу не на сам экран стрима, а именно он у меня в экране в ОБС, что я его вижу, чтобы мне было удобно читать. Привет, Морент. Да, я нашла аккамы. Правда, я хотела другую аккамы поставить, в плане другое какое-нибудь действие, но я нашла только такую. А мне неудобно браузер открывать творческой студии ROM. Мне, блин, чат будет справа и не очень удобно находиться. Тут у меня чат, он компактненький такой, маленький, а в Ютубе он побольше. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss.
Do you need anything from us? У нее какой-то злой взгляд у этой девочки. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rasula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be Я решила, я это вот говорила на прошлом стриме, на котором тебя не было. Я после того, как читала все эти диалоги именно голосом и даже пыталась подстраивать этот голос под персонажа, у меня горло болит невероятно сильно. Я не могу просто читать вот весь. Ты видишь, сколько она сказала? Видишь? И вот таких вот объемных именно диалогов тут много. Если я буду все это зачитывать, тренироваться для чего тренироваться, блин? Где, по-твоему, мне пригодится то, что я буду читать огромные, блин, диалоги на протяжении 2 часов? Огромные. Я не иду никаким актером. Я не иду никаким актером озвучки. Мне это где пригодится? Просто вот банально, где? But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. На стримах. And to all of us. Вот смотри, после сюжета Геншина я планирую стримить именно сюжетную игру тоже. Но там нету озвучки. И там очень мало диалогов, в принципе. Но это одна из. Пока что я склоняюсь именно к этой просто. И вот что ты предлагаешь? Там я не буду много читать диалогов. Даже если я их буду читать, их не будет настолько сильно много, как в Геншине тут. Как бы... Я вряд ли думаю, что когда мы сидим именно одни играем, проходим сюжет, то мы вот это все читаем вслух. Я не читаю вслух, когда я прохожу одна какой-нибудь сюжет. Я сижу, вот именно вот прочитываю, вчитываюсь в диалог, нажимаю вот кнопку мыши. Вот даже вот это банально появляется. Я опять же вот читаю, и тут дальше, читаю, и тут дальше. И я не читаю вслух, я читаю про себя. Нет. Во-первых, в каких симуляциях? Во-вторых, чтобы аниме озвучивать, мне надо мою картавость убрать совсем. То есть это проработать, чтобы я именно четко говорила. То есть отработать мой голос. Плюс актеры озвучки я смотрела, как берут актеров озвучки именно в профессиональной команды озвучки, и там требуется актерское образование. Я актерское образование не получаю, и в принципе мне актерское образование не сильно по душе подходит. Я не хочу именно ставить сценки в театрах. Я не хочу именно вот пытаться вот в сериалах каких-то или фильмах сниматься. Нет. Да, мне нравится именно вот на стримах разговаривать с людьми. Именно что разговаривать с людьми. Ну вот,
если вот надо будет вдруг, если я захочу именно актрисой озвучки быть, то мне придется убирать мою картавость. Сейчас я ее не убираю, потому что она мне не прям сильно мешает в жизни. То есть, да, мне немного мешает то, что мою фамилию не сразу могут услышать, из-за того, что там должна быть громкая «Р». Мне приходится либо просить кого-то, либо вот просто я набираю в телефоне, такие, ты это было не «Л», это было «Р». Тогда да, но таких ситуаций настолько мало, что как бы я не особо вот сейчас переживаю по этому поводу, поэтому вот картавость у меня осталась. Но если вдруг мне понадобится от нее избавиться, то мне придется вот работать над голосом, избавляться от своей картавости. Да, это будет не быстро, но это возможно. Я уже смотрела такие варианты. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. Получается, в этом деле об отце Навии, человек, которого, как говорит это дело, застрелил отец Навии, хотя я верю, что это не так. На самом деле кто-то приказал Жаку расправиться с отцом Навии. Вот Жак, вот этот отец этих NPC, отец Карали, ее дочери. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Чувствую в голосе Нави, как будто вот она снова будет плакать сейчас. Потому что вот она говорит, как будто эти слова не вот этой девочке, а о себе. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me.
Так, у нас появились новые показания. Показания семьи Жака. Семья Жака полагает, что тот получил приказ убить Калласа, из-за чего сильно переживал. Возможно, Каллас защищался, или из-за происшествия скрывается что-то еще. Так, мне кажется, вот у нас потихоньку теперь собирается дело, но, блин, это дело будет сложным. I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. Сейчас мы уже подозреваемых будем. Так сказать... Блин, нам же надо поговорить и не выдать, что мы их подозреваем. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. Не знаю, могу ли я пока что верить этому Фарану. Надо посмотреть, что скажут остальные 2 подозреваемых. Наверное, надо найти какие-нибудь несостыковки. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. А зачем ему 2 пушки? Я вряд ли думаю, что в этом деле он специально взял 2 пушки, чтобы поставить себе алиби, что у него не было оружия. About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a 3rd person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a 3rd person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? Ну, скорее всего, так и есть, Флорен. Скорее всего, он отобрал пистолет у другого человека. But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or 2. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callis's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula. Пока что он кажется хорошим человеком.
no matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Так, информация о Флоране. Или Флоране. Пока что Флоран. Буду его так назвать. Флоран — советник Спина ди Расула. Он утверждает, что очень благодарен Калласу за его доброту. Флоран был на какой бланкет, блин? Банкете, блин. Вот еще одна причина, почему мне не надо браться за озвучку персонажей. Флоран был на банкете в момент происшествия и может подтвердить, что когда Каллас выходил, при нем не было оружия. Так, второй человек как-то очень далеко находится. Так где вообще? В городе? С возвращением домой. Там иди покушай, отдохни. Так, я помню точно, нам же говорил Милус, что у нас есть человек, который в жандармах служит. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Кстати, мы можем открыть это? Да, мы можем в любой момент открыть доказательства и улики. Я как-то не замечала, точнее, я видела эту книжку, но я не думала, что на нее нажать можно. Ладно, это хорошо. Стрим никуда не уйдет, иди отдыхай, иди кушай. Oh, so you've got news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rasula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Мне интересно, как Тьерри отреагирует. Флоран отреагировал вполне удивленно, в плане, что, возможно, реально так и было, что вот что на самом деле произошло. Вот хочется посмотреть на реакцию Тьерри. I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do was get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Навия, ты немножечко сейчас глупая. То есть я, конечно, понимаю, что ты это сказала гипотетически, но теперь он может сказать, типа, ты что, меня подозреваешь, что ли? Или что-то подобное.
Мы же не должны вызывать подозрений, что мы их подозреваем. Мы должны просто вот спокойно общаться и смотреть на их реакцию. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. Ну, скорее всего, тогда кто-то сделал очень много этих жандармов без серийного номера. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. А может, ты меня там отправляешь? Первая это картинка, вторая, гифка Сакамы, она немного слишком динамичная, что ли. Ну, спасибо. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Так, у нас новые показания. Информация о Тьере. Так, у меня микрофон включен вообще? Да, включен, все хорошо. Так вот, информация о Тьере. Или Тьере. Не знаю, как правильно. Ладно. Тьере ответственны за координацию и обмен информацией между Спино ди Рассоло и жандармами. Длительное время обеспечивает общение между ними. По его словам, только очень богатые люди могут в частном порядке содержать большое количество жандарматонов. Так, теперь нам надо поговорить с Марселем. Наверное, Марселем будет лучше звучать. Потому что Милус нам указал на 3 подозреваемых. Так. Как нам спуститься это получше? Где это находится? Это далеко. Я думаю, мы, возможно, даже просто полетим туда. Да, лестница, простите. Мы вас немножечко будем игнорировать сегодня. Надеюсь, нам нарушение за то, что мы глайдер используем, не дадут. Не хотелось бы в городе снова, судья оказаться. Блин, тут сундук, но мне надо отметить его на интерактивной карте. Ладно, я запомню, что тут где-то возле телепорта был сундук. Я сюда еще приду. А это будет потом. Я приду туда, все. Ладно. Марсель. Привет, Марсель. Ты же у нас Марсель же или ты помощница? Hello. How may I help you? А, ты помощница Марселя, окей. I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. Мне кажется, возможно... Не факт, это пока что просто мысли вслух. Это может быть и Марсель, из-за того, что просто у него очень тесные отношения с Навией.
И как бы именно в плане сюжетного поворота это могло бы быть по типу: «А я тебе доверяла, дядя Марсель! Я была на твоей стороне все это время!» Ну что-то такое как бы могло бы быть, я думаю. Чуть позже, когда мы... Так, ладно, что нам скажет Марсель? I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the opera house too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. Тут такая Паймон довольная. Я хочу сфоткать Паймон. Я видела первые две гифки. Точнее, первая у меня вообще не является гифкой почему-то. Это просто картинка. Остальные я чуть позже посмотрю. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Блин, ладно, я Паймон понимаю. У них сейчас как будто больше выражений лица стало, это классно. Ладно, я гляну сейчас, но я вряд ли поставлю прямо сейчас. Честно, вот большинство, которые ты мне скинул, я их видела. То есть последняя мне показалась вот прям слишком статичной. Предпоследняя слишком злой. Третья мне не очень нравится, как оно вот резко приближается. То, что вот там, где она улыбается и как бы говорит, мне не очень нравится, что вот оно вот как бы в плане именно гифки, что оно вот отдаляется, потом резко вот опять он встает на место. То, что она кушает, ну блин, это слишком быстро, и это вообще не особо сильно подходит. А вот гифки, где она просто разговаривает... Тут на стриме я ж, видишь, какие маленькие гифки делаю, чтобы они сильно много места на экране не занимали. И я смотрела уже одну такую гифку. Если я вот найду, я даже вот сейчас могу показать. Так. Мне нужно залезть в мою папку. Это было вроде... вторая или третья. Давай вот пока что посмотрим. Нет, это не та. Это не та. Так, вот она. Вот она. Вот эта гифка мне понравилась. Как бы если ее сделать побольше, тут видно, что она кушает. Но если ее сделать именно маленького размера, то тут практически и не видно, что там что-то происходит. Это просто по факту статичная картинка. Вот. Сравнение. Вот такой же размер. А статичную картинку я не очень хочу. Поэтому я пока что и остановилась на этой. Потом, может быть, я вообще другого персонажа возьму. Пока что пусть постоит Акаме. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh,
And what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Тут неизвестно, кто кого защищал в той ситуации. Тут Паймон права. Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts Но on my уже второй father's раз case? эту фразу используют. Ковать железо пока горячо. About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Не знаю, пока что он, конечно, кажется вот прям добрым, но он нам так мало информации сказал, что я даже не знаю. Ладно. Информация о Марселе. Марсель. Я так и не поняла, как его произносить. Те сложные ваши французские имена. Информация о Марселе. Марсель – президент торговой ассоциации Карбиера, организатор банкета несколько лет назад. Спина ди Расула и торговая ассоциация Карбиера всегда поддерживали тесные деловые отношения. Хотя воспоминания Марселя о прошлом деле несколько туманны, он готов заступиться за Навию. Так, теперь нам надо вот это все обобщить. Так, Навия. Куда ты ушла? Навия. Вот ходят эти роботы по городу. Они на нас напали в прошлый раз. Значит, здесь. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. Мне не кажется, что хоть кто-то из них виновен. Серьезно, тут I suppose нет that's to be такого. expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Нам нужно начать с мотива Жака. Ah, you're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? На его месте я бы вообще не стала стрелять. Oh? And why is that? Была бы его семья в безопасности после смерти Калласа. То есть в таких ситуациях после выполнения приказа и так
Даже вот не выполнишь, семья могла пострадать. И даже если он бы выполнил, семья могла пострадать. Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. Кушать будет после стрима. Учитывая, что я сегодня ела только один раз за день, я реально хочу есть. Ну, не сильно. Пока что просто чуть-чуть хочу есть. Так что я и есть пойду после стрима. Кушать будет после стрима. Так. Но вполне пока что логичные выводы у нас тут. В смысле обжорка я? Я ела за весь день, за все 24 часа один раз. И то это я пожарила себе яйцо и его и съела. Естественно, что я еще есть хочу. Обычно я хотя бы как минимум 2 раза в день ем. Как минимум. И то надо 3 раза в день есть. То есть сбалансированно. Так, ладно, мы тему еды опускаем. То, что я говорю, что еду есть, это потому что обычно в это время, когда я говорю, что еду есть, я реально еду есть. Все мы чувствуем, голод. Если мы не чувствовали голода, мы бы умерли от того, что мы не едим ничего. Все, у нас тут вообще-то мы расследуем дело давнее, а мы тут о еде. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Похоже, все пошло не так из-за кого-то третьего, кого, возможно, и таки, и растворили этой водой из первозданного моря. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Я думаю, что именно контролировать жандарматонов в частной собственности мог как раз-таки Марсель. То есть просто Флоран, у него не такое большое состояние и не так много власти, чтобы позволить даже себе одного жандарматона. Тьерри, хоть у него в управлении и есть жандарматоны, но с его стороны это слишком рискованно делать. И плюс, как он сам сказал, если бы он пытался своих жандарматонов, которые у него под управлением, удалить у них серийный номер, это бы всплыло сразу. Так что у нас остается пока что только Марсель, у которого вот как раз торговая ассоциация, где много денег. Он очень известен, то есть у него также есть и некая власть в этом городе. И вот вполне логично, что это именно Марсель, мне кажется. Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though.
After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Вполне вероятно, что это даже не Марсель. Просто если мы рассматриваем из этих трех, то мне кажется, пока что Марсель мог быть подозреваемым. Вероятно, это был кто-то другой. То есть, мы все равно выбираем из этих трех. Но я, вот по-любому, я скажу те, и она тоже что-то скажет, типа, я не... Вряд ли он. И то же самое с Флореном, типа, вряд ли он. Давай пройдемся тогда по порядку. Давай Тьерри. Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Да, я помню, что там было с псом в Балдуре. Балдур Гейтс. А что такое? Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Просто твой пес захотел поиграть. Он нашел мячик и такой, все, мы будем им играть. И вот опять вот эта фраза, возможно, это был кто-то другой, у нас останется только Флорен, и опять же она скажет, возможно, ты права, но опять же это. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? Я думаю... пока что на Марселя. Но мы пока что посмотрим, ладно. Информация о Флорене. Вот. Мы как бы уже поняли, что Флорен пока что слишком бедный, так сказать. И он не может просто себе такое позволить. Те у него есть под командованием жандарматоны, но как бы... Я не знаю, я склоняюсь к Марселю. Хотя Тьерри же, может быть. Он говорил, что вот я остаюсь в этом городе, потому что мне тут много платят, но при этом я работаю не так много. Но я вряд ли думаю, что стражникам настолько много платят, что они могут себе целую армию жандарматонов позволить. А вот Марсель это уже другое дело. Вот у него даже вот воспоминания туманные. Просто сказал, ну я готов заступиться. Пока что я выберу его. Конечно, вот как всегда это происходит, мне скажут, это не он, выбирай другого. Но пока что я выберу его. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight.
Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Я же говорила, вот было бы именно этот сюжет более логичным, если это будет дядя Марсель, потому что Навия скажет, но я не хочу в это верить, хоть и понимаю, что это может быть связано с ним. Все-таки он очень близкий человек к Навии. Место производства... Кто такие названия, блин, придумывает? Я буду весь сюжет мучиться, просто читайте название. Место производства абсентиона. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Опять судебное разбирательство? Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Мне кажется, вот тогда лишь в самом начале сюжета нам было, я хочу сразиться с людьми в суде. Возможно, он совершил какое-то преступление, чтобы это сделать. Поэтому, в принципе, я понимаю вот именно конечное выражение лица Леми, типа, опять он? Почему я не удивлена? Опять Чайлд. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Да, это вряд ли Чайлд. Хотя, кто его знает, блин? Это ж Чайлд, он двуличный немножечко. Как немножечко? Множечко. Так что ладно, легче выяснить по сюжету. Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Но придется хоть как-то оправдать этого Чайлда. Предлагаю слиться. Split up? What do you mean? Ты можешь отправиться на остров Ириний, а я осмотрю то место. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Можешь об этом не беспокоиться, мы будем очень усердно искать. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver, when did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. Мне так нравится, как Милус говорит «Поиссон». Этот французский акцент. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Так, новые
доказательства подозрения, так сказать. Анализ подозреваемых. Учитывая информацию о шантарматонах и результаты расследования, мы можем сделать вывод, что единственный человек, который мог иметь в своем распоряжении большое количество шантарматонов и заниматься абсинтионом, не оставляя следов, это Марсель. Now that Navia has set out for Aranias, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. According to Malus's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. Так. Ну, удобно, что именно нас отправили на базу, потому что нам до нее плыть. Блин, можно я на всякий случай возьму твою способность? То всякие монстры могут быть, а мы без способности никакой. Это сундук. Ну вот, наверное, здесь вход. Блин, там гидрокол, мне надо его отметить. Так надо будет отметить на интерактивной карте этот гидрокол. Кстати, Пайман под водой. Когда мы видели Пайман под водой? Сейчас тогда открою интерактивную карту. Буду отмечать. Так. Я уверена, что хоть вход выглядит обычным, там определенно что-то есть. You're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. А как мы разговариваем под водой? Так мы будем видеть эту сцену с двух сторон, получается. Хорошо. Так, я пока что музыку выключу, чтобы мы могли сфокусироваться. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? Он просто такой, блин, вы меня обвинили в том, что я вообще ни разу не слышал. Но поэтому вы же можете и дуэль провести, да? Я так люблю дуэли, просто отличная возможность. То есть ему пофиг, что его обвиняют. Ему главное, что он подраться может. In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. О, Клоин, да, она стоит возле Гидрохонта. В последнем заседании в суде она не стояла возле Гидрохонта. Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Наконец-то! Нормальная, хорошая, адекватная мысль от Гидрохонта, блин. Спасибо. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what
what I meant. То есть Фейна особо драться у нас не умеет. Вы хотите это так сказать? Ну, я понимаю, она больше именно по вот этим всем заседаниям суда, когда выдвигает обвинения, обвиняемый пытается оправдаться, сторона защиты пытается тоже его оправдать. Я понимаю, что она больше вот именно поэтому. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? Потому что это связано с делом ее отца. Естественно, она будет вмешиваться, блин. I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway. So I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Ну все, Тарталья, теперь ты сидишь просто как зритель. Now, Никакой Miss тебе Navia, дуэли. who is the person you would like to charge instead? That person is... Так мы же сказали, что это Марсель, вот. Марсель. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Ну да, я ей просто такая, это дело, которое я вот прям люблю, такие дела, где вот брат пошел на брата, как интригуешь. Блин, для них это реально как театр. Они не могут воспринимать суд как более серьезное дело. Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Шокированный и растерянного Марселя. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Нет, это не недопонимание. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Пока что мы реально так думаем, Марсель. Пока что. Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet.
Even I'm struggling to remember some details of that case. Слушай, Фейна, у тебя настолько много этих судов, что ты, естественно, ничего уже не помнишь. И, скорее всего, для тебя это как просмотр сериала, который ты потом можешь смело забыть. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. О, мы именно с нее или там не с On the day of Фейной? the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. И как нам покажет из имеющейся информации это все оправдать-то, а? Ну ладно, поехали. Что у нас есть? The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Так. То, что банкет происходил в торговой ассоциации Гаври, это правда, нам как бы нечего противоречия ставить, я думаю. Звуки исков давно планирующие убийство. Вот я вряд ли думаю, что это давно планирующее убийство. Так, возможно, это... Да, это... Confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. Так, Жак отказался от покушения на Калласа и обратился к нему за помощью. Так, вышел с банкета без оружия. Это правда. Как бы, что он вышел с банкета без оружия. Более того, указывает на присутственное место третьего лица. Так, ладно. Промахнулся во время первого выстрела, убил Жака вторым выстрелом. Так, наверное... Вода первозданного моря растворяет жителей Фонтейна, да. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Значит, нам надо еще что-то. Несправедливость и молчание. Скорее всего, что-то из этих двух. Так, еще раз. Давай почитаем. Информация о шантарматонах.
Неопознанный... Вот. Протокол по делу Калласа. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Все, мы проверили. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. Пока что в нашу сторону склоняются часы. Отлично. Ah, so that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. Ты просто зрительница. Чё ты выкрикиваешь? I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Почему мне сейчас Фурина нравится гораздо больше, чем когда она вела дело о Лине? Просто тогда она его как-то пыталась обвинять, хотя вот доказательства были все равно в сторону вот того, что Лини не преступник. Здесь она делает более обоснованные выводы и вопросы, что ли. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Вот, она ведет себя иначе. Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. Ну, пока что все, что говорит Нави, я вот совсем могу согласиться. Потому что тогда вот было довольно-таки сложное время для организации ее отца. Плюс он в итоге, как сказал Милус, пытался защитить свою дочь, Навию. И плюс в то время, когда вот особо нет доказательств, никто не видел, как люди растворяются, они бы просто посмеялись. Типа, человек растворился, ты, наверное, шутишь, нет? What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone?
Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. Ну, кстати, да. Они же защищают, как бы, людей этой But by организации. staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? Да, именно это, Флейн. That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Сейчас мы все объясним. Вы не можете немного подождать. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. Марсель, мы еще не договорили. Потому что у нас есть пока что веские основания тебя подозревать. Не строй из себя лапочку. Не надо. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Know what you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Ну, слушай, мы подумали про всех, но ты подходил больше всего. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women.
It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. Я не хочу показаться плохой, подозревая практически каждого фатуйца, потому что все-таки Лини мне больше нравится, у него более адекватные причины. Как бы он действует не такими подлыми методами, как большинство фатуй, которых мы видели. Но то, что ты сказал, что ты есть не смешной, извини меня, для меня это уже плюс к подозрению. То есть еще не факт, это просто подозрение, но уже плюс в твою сторону. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. Слушай, Марсель, фатуи огромная организация, и ты мог просто кому-то сказать, типа, провернуть все это дело. И только вот потом ты приехал и смог все это дело отслеживать более детально, как я думаю. А, привет, Лев Паршиков. Как у тебя день прошел? Как у тебя прошел день рождения? Мы тут сюжет проходим дальше. У нас тут очень и очень интересное дело происходит. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Конечно, он подготовился, что если бы его как-то начали подозревать, у него было бы алиби, что вообще-то меня в самом начале не было, я был в своей стране, а не в вашем Фонтейне. О, поздравляю с ноутбуком. Рад за тебя. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. Подожди, не все так просто. Учитывая, какое у нас было дело с Лини, я уверена, что это еще вообще не конец. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me. And the biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Удивился, значит, он слышал о Ваше. Ему это знакомо. Oh, so you do know that name. Вот именно, значит, тебе знакомо это имя. Хотя Невилет в судебных делах и вообще в архивах это имя не нашел. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Так, теперь уже мы должны найти доказательства, пока Нави разбирается со всем этим. Так.
Мы можем туда проплыть? Нет, не можем. А сюда проплыть? И сюда тоже не можем. Ладно, остается плыть только наверх. Так. Это все осмотреть. Так. Отряд. Мы с кем-то драться будем, значит. Ну ладно. Если мы будем с кем-то драться, тогда мы ставим мою самую сильную пачку. Ну, здравствуйте, господа механизмы. Emerge. Right here. Вы живыми мы отсюда не уйдете. Так. Едем дальше. Пайман, у нас уже были лифты. Так. Идем дальше. О, сундук. Естественно, мы это собираем. А мы внизу сундуки не пропустили никакие. Я пойду покажу вниз. Я хочу посмотреть, если тут сундуки какие-нибудь. Так. Мы нашли обычный сверху. Может быть, тут будет еще какой-нибудь обычный снизу. Не, я его не вижу. Значит, идем дальше. Ну, спускайся, пожалуйста. Спасибо. И давай назад. Наверх. Прям такой коридор под водой. Выглядит красиво, но музыка, конечно. Блин, я не могу сделать погромче. Ну да, тут должен быть какой-нибудь лифт, я думаю. Так, возьмем себе способность, чтобы мы могли драться в случае чего. О, тут трещина. Как раз ее мы и сломаем. А вот и механизм. Откройся. И не лагай, пожалуйста. Это что ж такое-то? Вот он, лифт. Привет, Джапакио. Надеюсь, я правильно... Я Пакио, да? Надеюсь, я правильно прочитала. Ник, я играю на Европе. Так, значит, это еще не конец. Нужно еще какой-то найти механизм. Типа архипелага в прошлом ивенте. Ты про летние ивенты, там была классная музыка. Но мне больше всего нравится музыка в Сумеру в одной из локаций. Так. Ребята, вы меня извините, но мне очень надо пройти, а вы тут немножечко мешаетесь. Так что давайте мы с вами по-быстрому разберемся. Все отлично.
Вот и второй механизм. Ну, заодно и дверь открыли. Так, теперь нам надо наверх. А, мы, наверное, вот здесь как раз можем проплыть. Так, еще сундук. Ну, хоть где-то не надо никакой механизм активировать, оно активируется само. Здравствуйте, ребята, а с вами тоже драться надо? Ну, конечно же. Ну, здравствуйте тогда, познакомьтесь, это моя Нахита, я и Вика, и Какоми. Они вам окажут приятную услугу, после которой вам следует обратиться в ритуальное бюро Путао. Ладно. И как часто мы тут драться будем? After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. В данный момент Навия предъявляет ему обвинение, так что, естественно, организаторы тут нет. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the opera house and help Navia. Так, нам надо найти улики. Ищите улики. Спасибо. Ладно, просмотрим все, что можем. Так, лабораторный стол. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Сколько они? Они провели как минимум 24 эксперимента. Тише, Пайман. Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. Так, цель исследователя. Спасение растворившейся возлюбленной по имени Винье. So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Здесь есть еще одно имя. Вашер. Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. Нет, он исследователь. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? Да, он подписал ряд экспериментальных заключений. Но и голос из фонтана, вероятно, принадлежит Винье. So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? Наверное, за этим кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. In any case, Paimon will write it all down.
Так, записи Вашера об экспериментах. Эксперимент номер 16 направлен на проверку выводов исследований Жакоба Ингольда о первозданном море и использовании его теории в качестве основы для совершения открытия. Эксперимент оказался неудачным. Ни одной подопытной не удалось возродиться. Из воды первозданного моря подопытные 22, 23 и 24 растворились. Сохранилось еще много подобных записей. Так, давай посмотрим. Вот здесь еще можно проверить. Так, бутылки. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Так много. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Это доказывает, что именно здесь производит абсинтион. То есть они могут налить эту воду, чтобы она подражала вкусу какого-нибудь коктейля или чая. Yep, it's super obvious. Так, абсинтион. Широко распространенный препарат, который ненадолго вызывает у пьющего сильные приятные ощущения, но обладает не менее сильными побочными эффектами. Изготовители пользуются этим свойством для получения огромной прибыли от продаж. Так, идем дальше. Так, мы можем здесь что-то исследовать. Какие-то сундуки. What's all this? Aw, it's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Здесь есть имя. Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? Вероятно, они принадлежали жертвам. You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible. Ужас. Вещи пропавших без вести. Найденные в сердце штаб-квартиры предметы в коробках сгруппированы по их владельцам. Имена, похоже, соответствуют жертвам дела об исчезновениях. Это может свидетельствовать о том, что это было их последней остановкой. Привет, Реймит, как твои дела? Спасибо за лайк, очень приятно. У нас тут пока что очень тяжелое расследование идет. Расследование об исчезновениях девушек. Так, где еще мы можем осмотреть? Вон там что-то сияет, получается. Так, посмотрим на эти бутылки. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Возможно, это связано с делом Жака, который вот как раз у нас сейчас идет в суде. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? Что еще там написано? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. Капец, эти исследователи слишком жестокие. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups.
Они давно это спланировали. They're all just so evil. Отчет по итогам расследования о Калласе. Найденные на полке улики по делу Калласа. Тайный организатор не верил, что Жак способен на убийство, и отправил третье лицо убедиться в смерти Калласа. Дальнейшая информация в некоторой степени подтверждает мотивы убийцы. Так, вот это место мы не осмотрели. Oh, look! There's an important looking basin over here, and it's full of water. Это должно быть вода первозданного моря. That means this is where they make all the synth, and that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Водоем с водой первозданного моря. Найденный в сердце штаб-квартиры бассейн наполнен водой первозданного моря, которая могла быть использована настоящими преступниками для создания обсидиана или непосредственно для растворения людей. Ой, мне прямо тяжело это читать. Но кто такой Вашер? Able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Умно, но, возможно, недостаточно умно. Посмотрим еще. Paimon won't admit defeat to this guy either. Должны быть еще какие-нибудь улики. Мы это осмотрели же, нет? Ну ладно, смотрим еще раз. Бассейн, наполненный водой первозданного моря. Бесчисленные грехи родились в нем. Здесь больше нет ничего заслуживающего внимания. Ну так, мы здесь смотрели, там тоже. Мы это тоже осмотрели. Надо как-то дальше пойти, может? Ладно, что он указывает? Еще раз это просмотреть все. Согласно записям, Вашеру было безразлично, сколько жертв ему предстоит растворить в своем стремлении вернуть к жизни возлюбленную. Однако нет никакой подсказки о том, кем на самом деле может быть Вашер. Так. Бутылки. Бутылки с абсинтионом и водой первозданного моря, их можно использовать в качестве доказательства в пользу того, для чего использовалось это место. Здесь больше нет ничего заслуживающего внимания. Ну, посмотрим еще сундуки снова. Через некоторое время. Пайман, я нашла. Какой-то дневник. It's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet too. Oh, Paimon feels even worse for her now. Взгляни на эту страницу. Она составила список детских имен. И некоторые из них зачеркнуты. И вот одно обведено. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Pache and Vinier's grown son? Пайман, мы уходим. У нас уже есть улики. Hey! Paimon still has
hasn't figured it out yet. Я тоже пока что ничего не понимаю, но мы потом поймем, в сюжете нам объяснят. Так, записная книжка Винье. В записной книжке девушки по имени Винье сохранилось множество историй о ней и ее возлюбленном Вашее. На одной из страниц она подготовила целый список имен для их будущего ребенка, но в конце оставила имя Марсель. Получив последнюю улику, вы спешите в оперный театр Эпиклес. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. О, мы вовремя вернулись. As expected of my partner, I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? Да, я такая, мы плевали на ваши правила суда, мы будем делать по-своему. It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. Нет, серьезно, я вот сейчас смотрю на Фурину, как она вот говорит, и вот именно в этом деле она более спокойная и более благоразумная какая-то. Ты утверждаешь, что не знаешь Вашера. Но мы возьмем записную книжку Винье. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Люмин заговорила. Это надо будет записать и положить в отдельную папочку, где Люмин у нас говорит по сюжету. Но, блин, я не думала, что именно он Вашер. Я думала, реально, может, сын? Походу, реально он Вашер. We've investigated your lair. We already know everything. After your lover, Venier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? Так Люмин так редко говорит в сюжете, что реально это надо вырезать и складывать в отдельную папочку и сохранять это. Ладно, у нас тут великое разоблачение. You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. Но, блин, это не причина проводить эксперименты над, блин, обычными людьми. Они-то тебе что сделали? They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief.
Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? У тебя есть выбор. Смириться, блин, с этим. Да, это, блин, больно. Да, это, блин, очень важный человек. Но это не дает тебе права вредить другим людям. I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier, please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Извини, Тарталья, ты не будешь сражаться в суде. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Ювелир приступает к рассмотрению The man всех now known as доказательств. Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Серьезно, это выглядит как звездный пропуск в Star Rail, всегда, когда эту машину так делают. Но всегда вылетает синик. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vacher is
guilty. Guards! Take Vache away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Навия. Она ему доверяла же столько времени. В итоге она окончательно узнала, что он виновен. Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Что-то мне не очень нравится, как Чайлд это говорит, как будто сейчас что-то будет. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. Будет очень забавно и очень неожиданно, если эта машина в итоге скажет, а Тарталья-то виновен. Не чистая речка, он виновен. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. Почему я так и думала? Вот я так и думала. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Oratrice признала Чайлда виновным. Да что вообще The происходит? judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. О, катсцена. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too!
I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Вот уж ничего себе. Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Если даже Верховный Судья не знает, остается спросить только Архонта. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. Мне кажется, у Фарины как будто две личности, потому что она сразу начала говорить прям по-другому. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable! All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Верните другую сторону личности Фарина, мне она больше нравилась. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. А ты идешь насквозь ее уловки. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? Мне интересно, а мы можем навестить Тарталью в суде? Привет, привет, красивый, очень красивый мужчина. Можно я с вами сфотографируюсь? Спасибо. Сказать фото на память.
Все, теперь идем дальше по сюжету. Нет, я хочу с ним поговорить. Нет, не увидит. Можно с тобой поговорить? Oh, Monsieur Neuvillette! That power you showed when you took him down. Who are you really? Я не увидите говорил. I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. Скрываешь, значит. А если мы тебя просветим? Ну ладно, ладно. Мы следим за тобой. Бежим покорять дальнейший сюжет. Вот мне он и нравится, но сейчас пока что я очень желаю, чтобы он закончился. Слишком много всего происходит. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Да, я встретила ее. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? Это было около фонтана Люсин. Это как-то связано с моей чувствительностью к элементу гидра. Тогда сюжетка Фонтейна капец длинный, я и говорю. Я очень хочу, чтобы это закончилось. Так, давай, Маш, пока что тебе вот спойлеры, чтобы не было спойлеров. Капец длинная сюжетка, капец много всего происходит, что я вот читаю, мне интересно. Очень интересно, но я так устаю после всего этого. Потому что она капец напряженная. Там такая Санта-Барбара творится, что мне просто нужно время, чтобы все это переварить. Ладно, я сейчас дальше включу сюжет, так что если не хочешь видеть спойлеры, то просто либо не смотри на экран, неважно, но ладно. The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along, and I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Он так сказал humans. То есть он сам не человек. Ладно. Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Да, вот говорят, что он дракон, и вот на самом деле очень много моментов, где вот реально вот начинаешь задумываться, что вот он дракон, но он так похож на этих выдрочек. Или это выдрочки похожи на него.
Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Тогда я выпила воду первозданного моря. Это усилило мою чувствительность к элементу гита. Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache. Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache. I'm here! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Снова катсцена? Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. Это немного жестоко. Этот мир был бы лучше без тебя. Ну, по факту, да, он очень плохие вещи на самом деле совершил. Ужасные, я бы сказал. Если она все это видела, то, в принципе, оно и понятно. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vinier. Who are you? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is Vinier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. Тогда тут такие темы в сюжете Фонтейна, что ты думаешь, да, расслабленный сюжет, спокойное прохождение, да, где это? Нету этого. Аж тяжело все это читать. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vinier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vinier's, she has had nothing but pure hatred for you. Похоже, что тогда я встретила не Винье. Наверное, они с самого начала хотели, чтобы я привела Марселя сюда. No! Yeah! She can't hate me. Let me see her. Please! Have mercy!
You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Это уже какой-то триллер. Позже жандармы обнаружат, что Марсель виновник в деле об исчезновении девушек. Я не успела прочитать. Надо будет посмотреть в записи, что там было написано. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. У меня такое чувство по отношению к каникулам. И вот только они начались, а уже конец. То же самое вот с Геншином. Только вроде Сумеры вышел, а уже Фонтейн. Уже вот такая Санта-Барбара творится. Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Ой, как поклонился, ой, какой джентльмен. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? Время летит, а мы за ним не поспеваем. It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. Ну, вообще, я слышала такую мысль, что, как бы, чем старше ты становишься, тем быстрее реально время пролетает. Потому что тот же год для человека, кто прожил, допустим, 10-12 лет, это всего 1/10, 1/12 жизни. А для тех, кто прожил, допустим, уже 30 лет, это уже 1/30, это уже настолько мелкое время для них, год, что время летит очень быстро. Надеюсь, я смогла правильно сформулировать, что я хотела сказать. Просто я уже не найду, где это я услышала. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Все сложилось как нельзя лучше. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness. Secret Tales of the Yellow Rose. Это звучит как название фанфика какого-то. To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since.
She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Я бы сказала, у нее не только ножки. У нее еще кое-что. Так сказать, у нее прекрасные глаза. Не, глаза у нее реально красивые, которые глаза. Но есть еще и другие глаза. Так сказать, со стороны это видно еще лучше. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Не, у нее, правда, очень красивый дизайн. У многих фонтейновских персонажей. Я не знаю, как я буду крутить леки. Мне кажется, я каждого фонтейновского персонажа такая, ну, не выпадет, но я хотя бы попытаюсь. Сигнатурок у меня, походу, не будет. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's Вот с headquarters, этого Clarand кадра gave testimony лучше on my father's видно behalf. ее прекрасные ножки. Ты посмотри, кстати, какие у нее красивые длинные сапоги. Кто ко мне просится в мир? Ко мне пока нельзя. Не, ну, как бы, Лев, ты прав, но если мы не будем спать, то как бы мы не успеем восстановиться. Это же время на восстановление, это время для отдыха нашего организма, это необходимость, которую нам нельзя не делать. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Нет, спать не для слабаков, спать для сильных, потому что только сильные понимают, что сон это очень важно, и не пропускают его. Oh, that's great. Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave, and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him, to this... That includes me, too. Miss Navia. Indeed. А можно мне с тобой? We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. Вот Лев правду говорит. Сон для сильных и умных. Нельзя пропускать сон. This is where my father's grave is. To be perfectly honest, even I haven't been back here for a long time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. Неужели это Нёвелет? Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now.
You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. Можно такие мрачные темы не затрагивать, пожалуйста? So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the Opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Neuvillette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. В ответе до неуважения Калласу вслед за Нави и Неувиллетом. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Там Неувиллет вон в сторонке стоит. Хорошо, спокойной ночи, Маш. Давай. Хороших тебе снов. Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. И сразу Элемини такая ехидная ухмылка такая. Anyway, Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Давай поговорим с нашим... Ладно, я поговорю с Навией сначала, пока она здесь стоит, а потом с Неувиллетом. Paimon's really sorry, Navia, but Paimon did something pretty disrespectful just now. What are you saying, Paimon? Well, aren't you not supposed to fly around someone's grave? Huh? Who told you that? Hey, Trevor! Why did you mess with Paimon again? Забавно. После всего мрачного, что мы здесь просмотрели, и хоть как-то разбавляет обстановку. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? Mm-hmm. We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see, I see.
Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. Расскажи о воде из первозданного моря. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? Да, можешь, пожалуйста, рассказать о пророчестве, которое распространено в Фонтейне? That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she... A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to add? Да, давай ты расскажешь свое мнение о Чарлоте, что вообще с ним My творится. apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. Huh. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on.
She managed to bluff her way through it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. Проверенный временем метод и напыщенность и драматизм. Ребята, пользуйтесь, да, как называется, но лучше не надо, лучше все-таки не сбегать. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Можешь рассказать о моем брате? Your sibling, another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches. If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? У меня нет вопросов. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memornia. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. Мы завершили главу. Ура! Спина болит. Это еще не все. Нет, это все. Подождите. Мы завершили сюжет Фонтейна. То есть это вот прям пока что все, что есть? Не может быть. Да ну. Как же долго это было! И самое главное, мы закончили на моменте, где нам толком не ответили на главный вопрос. Блин, брата моего знаете или нет? Ладно, ребят, сегодня стрим длился дольше, чем я думала, он продлится. Мы наконец-то завершили сюжет Фонтейна. Дальше я пока что посмотрю, какую игру я запущу на стриме. И мы вместе с вами ее пройдем. И, естественно, когда уже выйдет само продолжение сюжета Фонтейна, мы вместе его пройдем. Скорее всего, я возьму отдых на 2 дня, чтобы посмотреть, все подготовить, собраться силами, и вы уже увидите совершенно новую, но уже чисто сюжетную игру. Пока что спасибо, что вы были на сегодняшнем стриме, что вы были на остальных стримах. На сегодня пока все. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.